Всем привет! Меня всегда интересовала эстетика аркадных залов 80-х. Возможность собраться вместе, поиграть, установить рекорд, сражаться с кем-то, кто все время приходит и играет лучше тебя, тренироваться, двигаться вверх в лидербордах отдельно взятого аркадного зала. Это всегда казалось мне неимоверно крутым. Но ввиду того, что у нас в стране это не так распространено, в детстве я мог видеть аркадные машины и аркадные залы только в кино, да и то изредка. Компьютерные клубы в конце 90-х, конечно, закрывали немного эту потребность, но это совсем не то. Примерно в те времена у меня и зародилась смутная мечта – прикоснуться ко всему многообразию аркадных игр у себя дома. Итогом этой мечты стал самодельный аркадный автомат, о котором я и хочу вам рассказать. Изначально я хотел заказать себе просто аркадный джойстик, вроде X-Arcade, который подключается к компьютеру, а затем поставить на этот компьютер эмулятор, накачать игр, да и остановиться на этом. Но мой товарищ Витя рассказал мне, что проще и дешевле будет заказать не готовый аркадный джойстик, только доставка которого обойдется в кругленькую сумму, а купить отдельно кнопки, стики, контроллеры для джойстиков и собрать корпус самостоятельно. Витя, большой тебе привет и большое спасибо. А потом мы решили, что раз все равно будем делать корпус, то почему бы не сделать сразу аркадный кабинет. Сказано, сделано. Я заказал все, что нужно на AliExpress, и пока посылка ехала ко мне из Поднебесной, мы принялись за подготовительные работы. Дальше будут старые фотографии, потому что события, про которые я рассказываю, примерно 5-летней давности, а снимать видео у меня тогда просто не пришло в голову. Первым делом нужно было собрать компьютер, на котором будут эмулироваться игры. Мы нашли детали, которые до этого валялись без дела. Престарелая материнская плата с процессором, оперативная память, жесткий диск. Для того, чтобы игры смотрелись аутентично, было решено в качестве дисплея использовать монитор с пропорциями экрана 3:4. А для экономии места внутри кабинета это должен быть ЖК-монитор. Уже тогда такие мониторы встречались нечасто, наш экземпляр мы купили по объявлению. Собрав все запчасти компьютера вместе, я подключил питание и надеялся, что смогу вдохнуть в это железо жизнь. Получилось, но далеко не с первого раза. Вскоре пришла посылка с запчастями для джойстика. Я проверил, что все работает, и сделал картонный макет передней панели, на которой смонтировал кнопки, чтобы проверить, насколько удобно они будут нажиматься и при необходимости подкорректировать их расположение. Также при помощи картонного макета мы с Витей проверили, что размеры частей корпуса подходящие для того, чтобы в нем уместились детали компьютера и монитор. Сам корпус решили делать не полноразмерный, а половинчатый, который предполагает, что автомат будет стоять на столе. Затем в мебельной мастерской мы заказали по нашим чертежам части корпуса из ДСП. Принесли все в гараж и взялись за дело. Боковые стенки пришлось выпилить лобзиком, чтобы придать им округлые формы. В итоге получилось как-то так. После этого при помощи дрели и фрезы мы просверлили отверстия под кнопки и джойстики на передней панели. Получилось тоже не с первого раза. Доска, которую мы испортили, стала креплением для монитора внутри аркадного кабинета. Отверстия оказались очень кстати для того, чтобы пропустить через них провода. Когда передняя панель была готова, я смонтировал на ней кнопки и стики. 2 отдельные кнопки вывел для того, чтобы назначить на них функцию заброса монетки в игру. Все пыльные работы были сделаны, и автомат можно было забрать из гаража домой. После этого у Вити не было времени заниматься этим проектом, и я решил не бросать и довести автомат до ума. Это затянулось еще на очень долгое время. Небольшие USB-колонки я разместил в верхней части автомата над монитором, туда же вывел кнопку включения компьютера. После этого автомат стоял в таком виде, я и мои друзья в него с удовольствием играли. 2D-игры шли на нем на ура, но вот трехмерные игры престарелое железо тянуло с большим трудом. В какой-то момент мой домашний компьютер начал капризничать, и я купил себе новый, а запчастями старого решил усилить автомат. После небольшой операции по пересадке компьютерных органов, аркадная машина смогла взять новые высоты эмуляции. Помимо прочих аугментаций, автомат обзавелся видеокартой с выходом HDMI, сделав возможным захват изображения через него, и вторым жестким диском на терабайт. Для того, чтобы автомат больше не ютился на столах и стал габаритами соответствовать своим старшим товарищам из аркадных залов 80-х, я заказал для него тумбу. Тумба как раз такой высоты, чтобы играть в автомат стоя, а внутри на полочках можно удобно разместить диски и прочие игровые штуки, что я собственно и сделал. Вскоре руки дошли до косметических изменений. Необработанные грани боковин автомата было решено выровнять шпатлевкой и покрасить. В этом мне очень помогла моя девушка, да и не только в этом. Для того, чтобы закрыть щель рамку монитора и придать автомату более благородный вид, я хотел закрепить спереди лист оргстекла, покрашенного из баллончика. Но оргстекло оказалось не так просто найти, и вместо него я использовал поликарбонат. Он прочнее оргстекла, и с ним удобнее работать. Черных шурупов для крепления поликарбоната под рукой не оказалось, поэтому их я тоже покрасил. Из таких же полосок поликарбоната сделаны и декоративные элементы передней панели.
На данный момент на ней не хватает красивой непрозрачной наклейки, которая бы закрывала богатый внутренний мир верхней панели от посторонних глаз. Вот такой получился автомат, создание которого затянулось не на 1 год. С процессом работы над ним у меня связано много положительных моментов полезного опыта и самых приятных воспоминаний. Если вам понравился мой рассказ, то подпишитесь на канал и ставьте лайк. Мне важна ваша поддержка. А если у вас есть вопросы и замечания, то обязательно пишите их в комментарии. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.